Привет! Когда за окном холодно и сыро, хочется тепла и ярких красок. Предлагаю присоединиться к моему осеннему марафону и сделать вот такую яркую брошь лису. Также у нее есть небольшой секретик, благодаря которому она может превратиться в кулон. Но об этом я расскажу чуть позже. Загоревшись идеей осенних брошечек, долго думала, кого же выбрать и кого сделать первым. У меня было одно главное условие, что это обязательно должен быть лесной персонаж. И тут я посмотрела на свой витражик с лисом, и все сошлось. Я поняла, вот оно. Мне просто необходима лиса в виде броши. В этот раз захотелось сделать образ лесного зверя более реалистичным, с плавными цветовыми переходами и без моего любимого черного контура. Также захотелось менее формально подходить к созданию броши. Решила не делать четкого контура, а для обшивания броши использовала жесткую канитель, но я об этом расскажу чуть позже. Для начала в скетчбуке нарисовала эскиз, и для уточнения контура решила использовать обычную кальку, на которую и перевела более четкий рисунок. Фетр беру светло-персикового оттенка, чтобы все цвета на нем смотрелись хорошо. Перевожу картинку на основу с помощью черной копирки. Первый раз делаю это с кальки. Оказалось, что на кальку можно вообще почти не давить. Я слегка переборщила с этим, и у меня получился просто толстенный контур. Благо он потом закрылся бисером, но лучше так не делать. Первым делом вышиваю носик. Сначала прохожу по контуру черным мулине, контурным швом. Затем заполняю его стежками от одного края до другого. Беру стразовую цепочку с темно-бордовыми кристаллами, почти черными, и пришиваю по верхнему контуру головы лисицы. Стараюсь пришивать цепочку через одно звено. Подбираю подходящие под проект бусинки. Решила использовать жемчужинки с ожерелья. Мне его как раз и отдали на растерзание под разные проекты. Также беру стеклянные бусинки под золото, стразовые кристаллы и невероятные граненые бусины бронзового цвета. Вышивку броши начинаю с самых крупных бусин и полностью заполняю рыжую шкурку объемными элементами. Жемчужинки решила расположить на грудке ближе к низу. При таком расположении мне нравится, как выглядит силуэт, а мордочку решила делать более детальной, используя только бисер. Жемчуг закрепляю на фетре двумя способами. Как обычно, и с помощью бисеринки 15 размера, которая оказывается вверху бусины. Теперь начинаю заполнять бисером всю фигуру, начиная с ушка. Делаю 3 шерстинки полупрозрачного цвета, набирая по 3-4 бисерины в каждый столбик. Начинаю располагать в хаотичном порядке несколько цветов бисера, которые определила на белую шерстку. Стараюсь вышивать и располагать цвета таким способом, чтобы получался объем и хорошо считывались теневые участки. Метод вышивки шерстки у меня заключается в следующем. Сначала я располагаю бисер в хаотичном порядке, делаю своеобразное полотно, а уже поверх него я вышиваю второй ряд. Чаще всего на втором ряду располагаю полупрозрачный бисер. Таким образом появляется глубина. После того, как вышила оранжевую шерсть, приступаю к заполнению бисером между жемчугом. Край стараюсь сделать не ровным, а пушистым. Серединку грудки делаю потемнее, но по краям наоборот располагаю белый матовый бисер.
Вырезаю вышивку. Теперь, чтобы сделать край красивым и ровным, закрашиваю его черным акрилом. Самое главное на этом этапе не изгваздать само изделие, а то его будет не отмыть. Ну, отмыть, наверное, можно, но это слегка попортит вашу брошь. По форме вышивки вырезаю уплотнитель, а по нему отрисовываю задник для броши. Теперь подрезаю края у уплотнителя, чтобы он не торчал, и пришиваю к нему основу для броши. Делаю надрезы, чтобы булавка аккуратно входила. И теперь склеиваю все слои клеем кристалл. Ура! Осталось только сделать край, и заветная брошь будет готова. Для края беру жесткую канитель. И да, моей радости не было предела, когда я наконец получила именно жесткую канитель. Разница со средней жесткостью просто колоссальная. Она ложится очень ровно, и изделие выглядит очень круто. Пришиваю канитель через каждые 2-3 витка. Обрезаю канитель старыми ножницами, которые уже не жалко. Правда, они почти не режут. Чтобы можно было носить брошь как кулон, я одеваю на булавку вот такую подвеску. Впоследствии внутрь такой штуки можно подклеить металлическую трубочку и уже такую конструкцию одевать на булавку. При таком способе держалка никуда не будет съезжать, и лист будет сидеть на месте, нигде не ползая. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх и звоните в колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Моя лисичка готова. Она получилась именно такой, какой я ее и задумывала. Это и цветовые переходы, яркие краски, натуральность.
Она просто великолепна. Такая лисичка будет дарить тепло всю осень, а также радовать глаз. Всем творческих успехов! С вами была Нерианда. До новых встреч!